Нико, аргентинский, дог, был глухим и болел раком. С ним плохо обращались, и он разочаровался в жизни. Единственным выходом была эвтаназия, но никто не мог ожидать того, что произошло дальше. Кеннет Дарвин проработал ветеринаром почти 20 лет. За эти 2 десятилетия он спас многих любимых домашних животных, но он также усыпил многих животных, чтобы облегчить их страдания. Он всегда разрывался, когда приходилось принимать решение усыпить животное. С одной стороны, его сердце было разбито, с другой стороны, он был благодарен за то, что мог помочь облегчить их страдания. Сегодняшний день ничем не отличался. Он ввел пентабарбитал в капельницу. На смотровом столе. Перед ним лежал аргентинский дог. Он был красивым, мускулистым мужчиной. Но это животное сдалось. Если бы он мог говорить, это, вероятно, сказало бы ему, что с ним покончено. Кеннет собирался ввести иглу в вену на ноге собаки, когда вбежала медсестра и настоятельно попросила его остановиться. Собаку пришлось вычеркнуть из списка убитых. В некотором смысле Кеннет почувствовал облегчение. Он погладил пса по голове и почесал его за ушами. Пес почти не отреагировал, он просто уставился в пол. Медсестра объяснила, что это произошло благодаря спасательнице животных Келли Гибсон. Она собиралась ухаживать за животным, чтобы оно выздоровело. «Благослови Господь ее сердце», — сказал Кеннет. Келли Гибсон вдавила педаль газа в пол. Она мчалась в ветеринарную клинику Кеннета Дарвина так быстро, как только мог вести ее джип. И она надеялась, что доберется туда вовремя. У нее вошло в привычку проверять еженедельный список жертв приюта для животных. Ей хотелось спасти всех животных, но она знала, что это невозможно. Но время от времени она натыкалась на фотографию или анкету животного, усыновленного в последний момент. Это каким-то образом заговорило с ней. В этих случаях она отбросила осторожность, договорилась о том, чтобы животное было вычеркнуто из списка убитых и дала ему временный приют, пока искала вечную семью. Именно так она наткнулась на фотографию великолепного аргентинского дога по кличке Нико. Изначально фотография была сделана, чтобы привлечь внимание возможных усыновителей. Фотография стала вирусной, затронув сердца любителей животных по всему миру. По-своему подавленное, травмированное животное стало символом жестокого обращения с животными повсюду. Но Келли сразу поняла, что Нико никогда не найдет дом, если она не вмешается. Собака была в изможденном состоянии. Шрамы на его теле были свидетельством жестокости, которой он подвергался на протяжении многих лет. На его голове, лице и задних конечностях были следы собачьих боев, бича в Сан-Диего. Нико также был полностью глухим, и сочетание длительного жестокого обращения и неспособности слышать сделало его раздражительным. В довершение всего у Нико повсюду были раковые опухоли. Если Нико собирался выжить, ему требовался особый уход. Но Келли была убеждена, что сможет найти Нико любящий дом, при условии, что сначала она вылечит его. Самое главное, ей нужно было убедить собаку, что не все люди так жестоки, как те, кто постоянно заставлял ее драться не на жизнь, а на смерть. Когда Келли прибыла в палату Кеннета Дарвина, она впервые как следует рассмотрела собаку. Это было хуже, чем она себе представляла. Нико сидел, вжавшись в угол своего чайника. Он не обращал внимания на ее присутствие. Нико просто смотрел в пол. Эта собака была более подавлена, чем она когда-либо видела у животного. На долю секунды Келли усомнилась в мудрости своего решения вмешаться. Если бы этому псу дали выбор, она была уверена, что он предпочел бы умереть. Она попросила Кеннета открыть чайник. Он сделал это нерешительно, предупредив, что Нико не может слышать, и если он почувствует угрозу или будет удивлен, он обязательно набросится на нее. Келли перевела дыхание, вошла в конуру и закрыла за собой калитку. Пес не поднял головы. Он даже ухом не повел. По его спине не пробежала рябь, ничто не указывало на то, что он вообще знал о ее присутствии. Келли медленно приблизилась к животному. Он был мускулистым, его уши были подстрижены. Это была давняя ненужная практика, и заводчики отказались от нее десятилетия назад. Тем не менее, это все еще было распространено в бандитской культуре. И если Нико подвергался собачьим боям, о чем свидетельствовали его шрамы, вполне вероятно, что он побывал в руках членов банды. Этим бандитским собакам подстригли уши только по одной причине. Это придавало им более устрашающий и свирепый вид. Подойдя ближе, Келли увидела, что уши были подстрижены не ветеринаром.
Это была домашняя работа, вероятно, выполненная садовыми ножницами или кухонными ножницами, скорее всего, без какой-либо анестезии. Кулак крепко сжал ее сердце, когда она осознала степень жестокости, которой Нико подвергался при жизни. Келли начала разговаривать с Нико. Она не была уверена, что он ее слышит, но все равно продолжила. Ее тон был ровным и сладкозвучным. Она придвинулась немного ближе, пока не увидела, как дернулось его одно ухо. Это был первый признак того, что он заметил ее. Некоторое время она сидела совершенно неподвижно, просто разговаривая с животным, пытаясь заставить его довериться ее энергии. Наконец она перевела дыхание и потянулась к собаке рукой. Реакция Ника была мгновенной. Он вышел из своей летаргической позы и теперь был полностью настороже. Келли попыталась оценить его глаза. Они не были агрессивными, но в них не было никакого доверия. Как будто между ней и собакой была невидимая стена, и если она хотела помочь животному, она должна была разрушить ее. Кеннет наблюдал за происходящим снаружи питомника. Она повернулась к нему и сказала, что это займет некоторое время. Келли чувствовала себя как дома в противоположном углу конуры. Она продолжала наблюдать за собакой и разговаривать с ней. Нико теперь тоже наблюдал за ней. По крайней мере, он признал ее присутствие, подумала Келли. Это была половина выигранной битвы. В конце концов, Келли потребовалось 6 часов, чтобы собака доверилась ей настолько, что позволила прикоснуться к себе. Все происходило медленно-медленно. После захода солнца Келли попрощалась и пообещала Нико, что вернется утром. Той ночью в своем номере мотеля в Сан-Диего Келли ворочалась сбоку на бок. Не разговаривая с ней, пес сумел так много рассказать о своем душевном состоянии, и картины жестокости, которой подвергался Нико, преследовали ее во сне. Его свобода была бы украдена у него еще щенком. Поскольку аргентинские доги были похожи на питбулей, уличные банды всегда были в поиске щенков. Они просматривали объявления и следили за заводчиками в поисках новых пометов. В то время как большинство добросовестных заводчиков никогда бы не подумали о передаче щенка членам банды, некоторые были достаточно беспринципны, чтобы смотреть в другую сторону. И щенки, с которыми они расставались, неизбежно попадали в собачьи бои или другие условия плохого обращения. Естественно, их личности развивались соответствующим образом. Собаки и банды были чрезмерно агрессивны. Это происходило потому, что для них не было другого применения. Они служили определенной цели, и эта цель заключалась в нападении, защите и запугивании. Такой была бы жизнь Нико. Возможно, он был действительно хорош на ринге. Возможно, это был его неудачный талант, который определил всю его дальнейшую жизнь. Как только члены банды видели, что у собаки есть склонность к агрессии по отношению к другим животным, они набрасывались на нее. Обучение Ника начиналось почти сразу. Обычно его заставляли плавать в бассейне, пока он не выбивался из сил. Затем его посадили бы на беговую дорожку, а рядом поместили бы перепуганного кролика, кошку, курицу или другое мелкое животное. После этого ему предложили бы прикусить цепь с мясной наживкой, свисающую с земли. Когда члены банды почувствовали, что он готов, они бы подстригли ему уши и заострили зубы. В качестве меры предосторожности в его еду добавили яд от тараканов, чтобы сделать вкус его шерсти неприятным для других собак. К 6 часам утра, когда Келли проснулась, она была измотана. Ее сны о Нико придали ей больше решимости спасти собаку любым доступным способом. Она направилась обратно в комнаты Кеннета Дарвина, в питомнике. Нико снова сидел в углу, казалось, не обращая внимания на окружающий мир. Но он сразу же признал ее не подергиванием ушей, а ленивым вилянием хвоста. Она думала, что ее сердце разорвется. Накануне они с Нико продвинулись дальше, чем она думала. Келли потребовалось 3 дня с Нико, прежде чем собака доверилась ей настолько, что последовала за ней к джипу. Первая стадия спасения была завершена, но впереди был еще долгий путь. Перед уходом Келли опустила стекло и спросила Кеннета о лечении рака Нико. «Я провел несколько анализов вскоре после того, как он впервые прибыл сюда», — сказал Кеннет, «и я думаю, мы сможем его вылечить. На самом деле, я думаю, есть хороший шанс, что мы сможем удалить опухоли и избавить его от рака. Но сначала вы поработайте с ним. Было бы лучше, если бы он вернулся, как только у него появилось бы больше доверия к нашему виду». После первой недели с Келли Нико начал делать реальные успехи. Он все время вилял хвостом и начал ходить со собачьей улыбкой.
Келли нашла способ приблизиться к Нику, не пугая его, и, в свою очередь, он научился доверять ей. Следующим шагом было получение надлежащего лечения опухолей Нику. Все прошло гладко. Он хорошо отреагировал на лечение Кеннета, и несколько месяцев спустя Нико, с которым плохо обращались аргентинские доги, был объявлен свободным от рака. Затем настал день, когда она была готова начать общаться с ним. Келли знала, что ей нужно подойти к этому этапу реабилитации Ника с большой осторожностью. Он привык драться в компании других собак, и его опыт общения с людьми оставлял желать лучшего. Поэтому она решила отвезти его на занятия по дрессировке в местный парк, но просто посидеть с ним на некотором расстоянии от других собак, пока он не почувствует себя комфортно. Было важно, чтобы Нику никоим образом не чувствовал угрозы. Если бы он это сделал, то мог бы быстро вернуться к старым моделям поведения. И это серьезно уменьшило бы его шансы найти вечный дом. Через 3 месяца Ника стал звездой класса. Терпение Келли окупилось. Ника превратился из депрессивного животного, с которым плохо обращались в приюте, в бдительную, дружелюбную, отзывчивую собаку. И Келли поняла, что пришло время найти для него дом. Используя оригинальные снимки Нико в качестве предварительного изображения, а также целую кучу фотографий, которые она сделала на разных этапах, о реабилитации Нико в качестве его помощников. Она сообщила, что у нее есть аргентинский дог, который готов к усыновлению. И реакция последовала незамедлительно. Первые несколько семей, которые пришли навестить Нико, были немного напуганы. Келли наблюдала за ними как ястреб и не менее бдительно следила за Нико. Если бы между ними была химия, она бы это заметила. Если бы ее не было, она бы не позволила Нико пойти с ними домой. Когда Бриджит Суон и ее семья вошли в двери, Келли поняла, что это те самые люди, и реакция Ника на них подтвердила ее интуицию. Сначала Ника приближался осторожно, но всю дорогу вилял хвостом. Он одарил их улыбкой Нико, а затем позволил им трогать и гладить себя без всякой суеты. К тому времени, когда визит закончился, казалось, и Нику, и Бриджит решили, что хотят провести остаток своей жизни вместе. 2 часа спустя, после оформления всех бумаг и необходимых бесед о том, что можно и чего нельзя, у Келли комок подступил к горлу, когда она смотрела, как Ника уходит с семьей Свон. «Это было еще одно спасение, проведенное хорошо», — подумала она. Это было то, что она сделала в этой жизни, и ничто не сделало ее счастливее и печальнее, чем прощание с собакой-спасателем, для которой она нашла хорошую семью. В течение следующих нескольких лет Келли поддерживала связь со Свонами. Семья обожала Нико, и он любил их. В ответ он превратился в правдивую историю неудачника, преодолевающего всевозможные препятствия на пути к счастливому финалу. Но затем раздался телефонный звонок с плохими новостями. Бриджит Суон сказала Келли, что рак Ника вернулся. На этот раз у него ничего не получилось. Семья была убита горем, но приняла все меры предосторожности, чтобы сделать последние дни Ника настолько счастливыми, насколько это было возможно. Некоторое время спустя Ника скончался в окружении тех, кто его любил. Возможно, его больше не будет с ними, но его наследие, как храброго и сильного выжившего, навсегда останется в их сердцах, а теперь и в наших. Какое мрачное начало было у Ника в жизни и какой потрясающий конец. У вас есть история спасения животного, с которым плохо обращались. Расскажите нам в комментариях, мы были бы рады это услышать. А пока мы уходим. Увидимся в следующем видео.